Чудесное воскрешение Фухуа в пределах Шиксал было ничем иным, как чудом. Она возродилась, но не совсем такой, как была раньше. Ее сущность, нетронутые воспоминания, были заключены в новый сосуд, несущий тонкие, но безошибочные различия в личности, силе и внешности. Исчезло ее осторожное и расчетливое поведение, которым она когда-то была известна. Вместо этого она источала ауру безудержной уверенности с оттенком безрассудства. Словно руководствуясь инстинктивным порывом, она почувствовала поблизости опасное присутствие и вспомнила его как предателя Отто. Без колебаний она сразила его только для того, чтобы стать свидетельницей того, как он оживет в резервном теле. В порыве ярости Фухуа обрушивает разрушение на базу Шиксал, когда она бежала к убежищу мирового змея. Фухуа, неустанная в своей новой цели, прорывает защиту мирового змея, пока наконец не пересекается с Кевином. Их конфронтация была неизбежна, и Кевин, всегда загадочная фигура, бросил вызов ее лично. В разгар их ожесточенной битвы он достал перо Фэнхуа, знак ее прошлой доброты. Это перо с его загадочной связью привело Фухуа в путешествие самопознания, когда она общалась с сознанием настоящей Фухуа, находящейся внутри. По пути они вели острые разговоры о прошлой жизни Фухуа, полной невзгод и предательств. Их путь в конечном итоге привел их к ее старому святилищу, горе Тайсюань, где они столкнулись с легионом зверей Ханкай, угрожавших этой местности. Жаркие дебаты развернулись в пределах сознания Фухуа, пока она боролась с откровениями пера. Стало ясно, что сознание, населяющее ее тело, было не только ее собственным. Это был Хершер. Гиперион навис над головой, и Фухуа, разрывалась между своими личностями, решила, что им нужно второе мнение. Тем временем команда Гипериона отправилась на поиски горы Тайсюань, в поисках древних учений Фухуа, которые помогут Киане и Броне овладеть своими способностями Хершера. Их путешествие привело их к Линь Джао Юй, верной ученице Фухуа, которая поручила им собрать перья Фэнхуа, 8-го божественного ключа. Собирая эти перья, Киана и Броня увидели фрагменты долгой и легендарной жизни Фухуа. Это были отброшенные воспоминания, остатки ее прошлого. Однако, одно перо открыло своеобразную сцену воспоминаний, вызывающую подозрения. Их расследование привело их в монастырь на вершине горы, где они встретили Фухуа, не похожую ни на одну из тех, которую они знали. Она утверждала, что она та самая настоящая Фухуа, но наличие сознания пера вызвало сомнения в умах Кианы и Брони. В короткой, но напряженной схватке Броня пожертвовала своим сознанием, чтобы отвлечь самозванца Хершера. Киана и настоящая Фухуа, та, что находится в пере, придумала план, чтобы раскрыть истинную личность Хершера. Они бросили вызов, попросив Хершера внутри тела доказать, что она настоящая Фухуа. Благодаря умелому манипулированию словами и действиями Кианы, Киана раскрыла серьезные различия между самозванкой и Фухуа, которую они лелеяли как своего классного старосту. Отсутствие у самозванки подлинного сострадания и силы Фухуа привело ее в ярость, и она полностью пробудилась как Хершер сознания. Их битва переросла в огромный мир сознаний, где Хершер собрала свои самые мощные силы против Кианы. Отчаяние заставило Хершера провести колоссальную энергетическую атаку, которую Киана парировала с помощью секретной техники, полученной от самой Фухуа, усиленной ее способностями Хершера. В ходе этой напряженной борьбы Фухуа воспользовалась возможностью запечатать Хершера в пере Фэнхуа вместе с собой. Киана, хоть и раздираемая перспективой потерять еще одного дорогого друга, отказалась пожертвовать Фухуа ради победы. Она тоже использовала свои силы Хершера, чтобы войти в перо, где стала свидетельницей непрекращающихся страданий Фухуа на протяжении всего своего долгого существования.
В ответ Киана дала торжественную клятву быть опорой для своей подруги, несмотря на протесты Хешера и внутренние смятения. Киане удалось вытащить Фухуа из глубины пера. Фухуа, Хешер сознания, признавал поражение и свою истинную природу как Хешера. Тем не менее, она отказалась поделиться телом своей хозяйки, решив вместо этого отправиться в неизвестные места. В конце концов, сага завершилась возрождением Фухуа, и Хешер сознания нашла свой собственный путь, оставив после себя наследие стойкости и вновь обретенную дружбу, которая навсегда определит их переплетенные судьбы.